Рад видеть вас, дорогие друзья, гости канала. Сегодня вам покажу, как отключить доступ к вашему телефону раз и навсегда, чтобы он работал лучше. Отключим доступ всем приложениям, которые не должны работать. Системные это будут приложения, либо те, которые вы уже установили в ходе работы, использования Android устройства. Также сделаем так, чтобы ваш телефон гораздо дольше работал, была больше производительность, выше резкость и, конечно же, он работал на одном заряде куда дольше, чем это происходит сейчас. Я сам замечаю, что мой телефон быстро садится и может передавать какие-то мои личные данные сторонним программам, либо приложениям, либо разработчикам, как они пишут, для того, чтобы улучшить наш телефон. Так вот, сегодня я покажу базовые настройки, которые нужно сделать каждому из вас, если вы хотите наибольше и наидольше пользоваться своим телефоном. Первое, что нам нужно сделать, это зайти, конечно же, в настройки и найти такой пункт, который называется приложение. Есть он на любом Android устройстве. И вот уже здесь найти подпункт, который называется все приложения. Заходим во все приложения, ищем пункт, который называется, вот он, видите, как скрыт. Интересно, да? Разрешение. И вот здесь вот в разрешениях ищем другие разрешения. Как видите, у нас очень много приложений. У меня здесь 58 аж. У вас может быть еще больше, как видите. И вот здесь вот нам нужно еще найти пункт, он будет выше, разрешение. И мы увидим огромный пункт, где будут все системные настройки. И эти системные настройки как раз будут иметь доступ к вашему телефону. Это сколько приложений имеют доступ к вашей системе управления. Вот настройки системы. То есть 15 приложений сейчас может изменять системные настройки вашего телефона. Это ни в коем случае нельзя допускать. И это все нужно отключить как можно быстрее и запретить им управлять вашим телефоном. Значит, заходим в настройки системы и видим, что у меня все приложения практически отключены. Что будет, если вы их включите? Вот смотрите, давайте включим их, к примеру. Всегда разрешать. Они будут иметь полный доступ, вот как видите, антивирус, Fans Security, к нашему телефону. И они могут системно изменять настройки системы. Что это такое? Это звук. Это камера, это местоположение, это динамик, это микрофон и куча вот таких вот мелких настроек, которые могут системно менять наш телефон. Также в правом верхнем углу есть три точки, и тут запрашивать для всех вы можете установить или же просто запретить. То есть приложение будет активно, оно будет работать, когда вы будете заходить в него, работать, функционировать полностью, но как-то менять на какие-то процессы, там что-то включить, там что-то выключить, куда-то передать, оно не сможет. Вот эти вот настройки рекомендую в каждый раз проверять после того, как вы обновите систему, как вы что-то скачали. И вот как мы всегда зачастую делаем, скачиваем какое-то приложение, оно нас там что-то спрашивает, и мы, чтобы быстрее только начать его использования, мы нажимаем на все галочки «да», «окей», «согласны» и так дальше. Этого не нужно делать, это нужно все просто-напросто запрещать. И тогда у нас и батарейка, и тогда наши личные данные не будут никуда попадать и не будут в опасности. Следующая настройка, на которую я бы рекомендовал обратить свое внимание каждому из вас, это, конечно же, опять-таки настройки. Ищем пункт пароли и безопасность. Вот он у нас. И здесь ищем, где будет у вас блокировка телефона. То есть, что будет блокировать телефон. То есть, либо по отпечатку пальца, либо Face ID, либо просто ключ графический, который будет как раз отвечать за вот это вот все. Но если у вас Samsung. Кстати, скоро я буду покупать телефон Samsung для того, чтобы снимать вам видео. Так что обязательно, у кого Samsung, вот сейчас кто смотрит видео, обязательно поставьте лайк, чтобы я видел, сколько вас
Либо же просто напишите вот комментарий Samsung, Samsung, Samsung. Если я увижу хотя бы 10 комментариев просто со словом Samsung, я его еще буду знать, что нужно его покупать, чтобы и вам снимать. Я буду ставить два телефона, Samsung, Xiaomi, показывать на Xiaomi сначала эти настройки, потом на Samsung. И так мы увеличим объем видео, так мы увеличим, более, я думаю, будет производительность для тех Samsung водцев, для Xiaomi, будут равные условия уже показа видео. Это будет просто супер, потому что очень много людей сейчас спрашивают меня настройки по Samsung. Я вот решил сделать такой подарок больше подписчикам, чтобы снимать видео. Но если за одном условии, если я 10 комментариев увижу Samsung и увижу максимальное количество лайков, хотя бы чтобы оно было 500 на этом видео, тогда я буду покупать телефон. Тогда я его закажу уже, определюсь, какую модель. Можете написать Samsung и модель, какая там у вас, либо какую вы хотели, чтобы я купил. Кстати, посоветуйте телефон Samsung. Так, возвращаемся назад к видео. И будем искать те настройки, которые я хочу вам показать. Данные к личным, доступ к личным данным. Нам надо вот такой вот пункт. Заходим сюда, и мы видим, что у нас доступ к личным данным. Очень много приложений. Сейчас я покажу, какие нужно запретить. Чтобы запретить их, нужно отозвать. Нажать кнопочку, нажимаем отозвать. Я сейчас буду вам показывать, почему я это отключаю. И оно, кстати, может не с первой попытки отключиться, оно может со второй, со третьей, но вы пробуйте, конечно, отключать. Значит, смотрите, мы MSI отключаем обязательно, MIUI Diamond. MSI это вообще реклама на телефоне. Если этот пункт у вас включен, он будет вам максимально встраивать во все приложения, во все ваши системные приложения, как можно больше рекламы. А MIUI Diamonds это то приложение, которое будет собирать вот информацию, которую вы ищете там в различных поисковиках и так дальше, и отправлять, чтобы MSI уже вставил. Точно так же MIUI видео. Зачем MIUI видео, проигрывателю видео, доступ к вашему телефону? Я вот вообще не понимаю. Тоже его нажимаем отозвать. Еще раз предупреждаю, может сразу не отозваться, а может опять-таки ползунок включиться, так что обязательно отключаем. Загрузки тоже выключаем. Вот такой вот пункт, он тоже немаловажный. Отчеты тоже отключаем, потому что это будут отчеты отправляться вашим разработчикам для улучшения, так скажем, телефона. Но это все-таки ложь сплошь и рядом. Я рекомендую тоже пункт нажать «Отозвать». Загрузки. Настройки оставляем, питание и производительность тоже выключаем, сервис активации Xiaomi отключаем. И вот это вот многое всего отключаем. Здесь много будет различных приложений. Если эти приложения собирают о вашем телефоне информацию, рекламу, то их нужно, конечно, отключать. Потому что все будет отправляться и на сервера компании. Если у вас какие-то игры есть, тоже запретите, чтобы не было доступ к вашим личным данным среди игр. Это была вторая настройка. И, конечно же, последняя настройка, третья. Обязательно досматривайте видео до конца. Спасибо, что вы смотрите вообще мои видосы. Кстати, тоже буду делать освещение. Видите, сейчас плохое будем настраивать. Следующая настройка. Опять заходим в настройки телефона. Ищем такой пункт, который называется приложение. Здесь в приложениях ищем пункт разрешения. И в разрешениях разрешение приложений. Вот так вот. Здесь нужно пробежаться по вот этим вот всем пунктам. Самым важным это камера. К примеру, камера может иметь доступ к вашему личному телефону. Разрешено только при использовании, я ставлю. Если вы какими-то приложениями не пользуетесь, ограничьте ему доступ. Поставьте только те приложения, как видите у меня, Telegram, TikTok, WhatsApp, YouTube, где вы активируете камеру. И только при вашем разрешении оно будет активироваться. Если у вас какие-то приложения есть разрешены, обязательно не оставьте ни одного. А также нажмите в правом верхнем углу три точки «Показать системные процессы». Это позволит вам максимально разрешить вашему телефону, чтобы показать те скрытые приложения, которые вот за вот этим названием будут скрыты. И запретите все доступ. На что обратить внимание? На камеру обязательно, на саму камеру и на те приложения, которыми вы не пользуетесь. И если какие-то будут у вас включены, вот, к примеру, смотрите, будет оно как вот, к примеру, батарея плюс. И у вас тут будет пункт либо спрашивать каждый раз, либо же разрешить только во время использования, либо же разрешить всегда. Но у меня этого пункта нету, после обновлений он запретился. И вот это вот все отключаем. Возвращаемся назад. Контакты. Смотрим ли нету доступ
контактам. Вот здоровье. Зачем доступ к здоровью, приложению контакты? То есть зачем вот этот вот контакты имеют доступ к здоровью, да? Система Android оставляем, Gmail, тут Smart Launcher запрещаем, Gmail тоже запрещаем. Зачем мы им вообще доступ контакта к Gmail? Это же подозрительно. TikTok тоже зачем ТикТоку доступ к моим контактам, к моей телефонной книге. Telegram, Viber, WhatsApp, ну это понятно, потому что если я отключу, я не смогу звонить. Точно так же Гуглу запрещаем. Зачем Гуглу доступ к моим личным контактам, то есть к моей телефонной книге? Это тоже очень немаловажно. Мало кто на это обращает внимание. Выходим, ищем пункт местоположения. Если у вас вот тут геолокация включена, обязательно отключайте, потому что очень сильно влияет на батарею. Этот пункт 100% нужно отключить. И вот здесь вот, если какие-то приложения разрешены, обязательно все отключаем. Все, без какого-либо разрешения. Микрофон. Точно так же отключаем микрофону вот этот вот весь доступ. Чтобы вообще не было разрешено ни на одном приложении. Все отключаем быстренько и классненько. Устройство поблизости тоже. Зачем устройству поблизости вот доступ к здоровью? Все равно запретить не нужно это. Наушники сюда, прикиньте, включили даже, чтобы была служба FM радио, тоже выключаем. Это просто жесть. Смотрите, устройство поблизости. Analytics. Вот аналитика, прикиньте, устройство поблизости. Найдет какой-то другой телефон. Если вы не дадите доступ, то он дадит доступ. Lady Amaze. Security. Вот смотрите, блин, капец. Я даже не видел этого. Я недавно это все запрещал. После того, как телефон обновился, это все опять-таки включилось. И опять-таки имеет полный доступ к моему телефону. Вот так вот, друзья, проходитесь и смотрите. СМС. Тоже смотрите смс-очки, аккаунт Xiaomi, здоровье. Зачем здоровью доступ к моим смс-кам, то есть к моим личным данным. Аккаунт Xiaomi, ну тут понятно, что может аккаунт сообщения Google Play. Google Play зачем доступ к моим смс-кам? Вот я не пойму Google, зачем доступ к моим смс-кам, чтобы их читать потом. Меня кто-то с Новым годом поздравлял, они будут иметь полный доступ. Mi Cloud Sans, конечно же, запрещаем. Пробежитесь, вот это вот все вот эти вот важные пункты, пробежитесь и отключите. Так вы только обезопасите себя, свой телефон и, конечно же, свои личные данные. Как видите, я закрыл доступ всем приложениям, важным и неважным, пока это не поздно. С вами был Тимоха Лайв. Здесь оставлю 2 новых ролика, которые тоже зайдите, пересмотрите. До скорого всем, с Новым годом, с новым счастьем. Пока-пока.